Летом 2014 года немецкие археологи работали в старой каменоломне рядом с ливанским городом Баальбек. Это место, где в древности добывали камень, вырезая его прямо из скалы. Руководила раскопками Жанин Абдуль-Массих из Ливанского университета. Команда расчищала землю, которая копилась здесь тысячи лет, и под толстым слоем грунта обнаружила каменный блок, который оказался самым большим обработанным камнем в истории человечества. Блок был полностью отделен от скалы со всех сторон, то есть готов к перевозке. Его длина — примерно 20 метров, ширина — около 6, высота — около 5,5. Чтобы представить себе эти размеры, вообразите шестиэтажный жилой дом, вырезанный из цельной скалы и положенный на бок. Когда посчитали вес, получилось около 1650 тонн. Это примерно столько же, сколько весят 2 полностью загруженных пассажирских самолета. Рядом с этим блоком, буквально в нескольких метрах, лежали еще 2 огромных камня, известных исследователям уже давно. Один из них местные жители называют камнем беременной женщины. По старой легенде, если женщина прикоснется к нему, она сможет забеременеть. Этот камень весит около 1000 тонн и до сих пор частично соединен со скалой, как будто мастера вырубали его, но не успели закончить. Второй камень нашли в 90-х, и он весит около 1250 тонн. 3 огромные каменные заготовки лежат рядом друг с другом в одной каменоломне. Все 3 готовились к перевозке, но ни одну из них так и не увезли на стройку. Они так и остались здесь, среди пыли, и пролежали в таком виде тысячи лет. Немецкая команда не просто измерила эти камни. Ученые внимательно изучили следы на их поверхности и смогли понять, как именно их вырезали. Сначала рабочие отмечали на скале контур будущего блока. Потом вдоль этой линии выбивали ряд небольших отверстий и вставляли в них деревянные или металлические клинья. После сильных ударов молотком камень раскалывался по намеченной линии. Такой способ добычи камня хорошо известен археологам. Его использовали не только в Египте, но и в Древней Греции и Риме. Но дальше выяснилось кое-что неожиданное. Камень беременной женщины бросили не потому, что его не смогли сдвинуть с места. По данным немецкой экспедиции, на одном из его краев оказался участок плохой породы, что-то вроде скрытой трещины внутри камня, из-за которой он мог расколоться при перевозке. Это значит, что строители не сомневались в своей способности увезти 1000-тонный камень. Они остановились только потому, что этот конкретный камень оказался бракованным. А рядом уже лежал другой блок, тот самый большой в истории, полностью готовый и без видимых дефектов. Его тоже почему-то не увезли, и причина до сих пор неизвестна. На небольшом возвышении, где сегодня туристы фотографируют римские колонны. В основание храма встроены 3 камня, которые кто-то все-таки довез и установил. Эти камни называют трилитоном. Их название с греческого языка буквально переводится как «3 камня». Именно с них и начинается самая загадочная часть истории Баальбека. Чтобы по-настоящему понять масштаб, нужно представить их размеры. Каждый блок трилитона имеет длину 19 метров. Это примерно длина 2 городских автобусов, поставленных друг за другом. Высота превышает 4 метра. Ширина составляет около 3,5 метров. Вес каждого блока достигает 800 тонн. Это примерно столько же, сколько весят 500 легковых автомобилей. Теперь представьте, что 3 таких блока подняли на высоту около 7 метров. Это примерно уровень 3-го этажа обычного жилого дома. Затем их уложили рядом настолько плотно, что между ними невозможно вставить даже лезвие ножа. В 2014-м профессор Маркус Реутер просканировал эти стыки лазером. Выяснилось, что поверхность камней отличается от идеально ровной плоскости всего на 2 мм по всей длине. Для сравнения, современные строительные нормы для мостов, небоскребов допускают отклонение до 5 мм. Получается, что эти камни обработаны даже точнее, чем этого требуют многие современные стандарты. На планете сегодня существует всего несколько кранов, способных поднять такой вес. Это огромные машины высотой с многоэтажный дом, которые перевозят на десятках грузовиков и собирают на месте по нескольку дней. Они работают на строительстве нефтяных платформ и атомных электростанций. И аренда одного такого крана обходится в сотни тысяч долларов в день. Даже с таким оборудованием установка подобного блока с точностью до 2 мм считалась бы очень серьезной инженерной задачей, требующей тщательных расчетов и нескольких дней подготовки. В Баальбеке это сделали 3 раза подряд, без кранов, без электричества и без стали. Кто это сделал? На первый взгляд ответ кажется простым. Баальбек выглядит как типичный римский город.
Здесь находятся 6 сохранившихся колонн храма Юпитера, главного бога римлян, высота каждой почти 20 метров. Это примерно семиэтажный дом. Когда-то таких колонн было 54, и они окружали храм со всех сторон. Рядом хорошо сохранился еще один храм, посвященный Бахусу, богу вина и веселья. Храм Бахуса сам по себе заслуживает отдельного разговора. По размерам он почти не уступает знаменитому Парфенону в Афинах, но если о Парфеноне знает весь мир, то о храме Бахуса слышали немногие. Внутри до сих пор сохранились каменные двери высотой более 6 метров. Каждая створка вырезана из цельного каменного блока. Стены покрыты резьбой с изображениями львов, орлов и виноградных лоз. Многие мелкие детали этих узоров остаются хорошо различимыми даже спустя 2000 лет. Перед храмом Юпитера когда-то находился огромный двор, окруженный колоннами из розового гранита. В этом дворе были устроены 2 бассейна для ритуальных омовений, украшенные рельефами с изображениями греческих и римских богов. Между колоннами стояли 12 специальных ниш, в которых, по оценкам археологов, размещались статуи богов и императоров. Все это было спроектировано так, чтобы поразить каждого, кто сюда приходил, и напомнить ему о могуществе Рима. Римские храмы Баальбека – одни из самых впечатляющих в мире, и у историков нет сомнений, что их построили римляне между первым и третьим столетиями нашей эры. Но все эти храмы построены на одной и той же каменной платформе. И вот с ней все гораздо сложнее. Под храмами есть еще кое-что, о чем знают далеко не все туристы. Под двором храма Юпитера проходит сеть подземных тоннелей. Сегодня часть из них открыта для посещения. Там расположен археологический музей, который работает с 1998 года. Но далеко не все тоннели исследованы до конца. Часть подземных ходов до сих пор остается закрытой, и их полная протяженность и назначение неизвестны. Одни исследователи считают, что тоннели использовались для хранения припасов и как жилые помещения для охраны храма. Другие обращают внимание на то, что подобные подземные ходы есть и под другими древними святилищами Ближнего Востока, и что они могли быть частью ритуальной системы, связанной с подземным миром и тайными обрядами. Первыми, кто попытался систематически изучить весь комплекс, были немцы. В 1898 германский император Вильгельм II совершал большое путешествие по Ближнему Востоку. Когда император увидел руины Баальбека, он был настолько поражен, что немедленно распорядился начать здесь научные раскопки. Через 2 года приехала немецкая археологическая экспедиция под руководством архитектора Теодора Виганда, которая работала 4 года и составила первый подробный план всего комплекса. Из-за Первой мировой войны публикация результатов задержалась, но в итоге Виганд выпустил 3-томный отчет, которым исследователи пользуются до сих пор. После войны раскопки продолжили французские археологи. Под руинами христианских церквей они обнаружили 2 древних алтаря, площадки для жертвоприношений, точно расположенные по одной линии с храмом Юпитера. Это значило, что еще до римлян здесь уже существовало святилище с собственным планом и собственными обрядами. Французы также пересмотрели возраст храма Юпитера и решили, что строительство началось раньше, чем думали немцы, еще при императоре Августе, то есть в конце 1-го столетия до нашей эры. Но по-настоящему все изменилось, когда археологи начали копать еще глубже, под сам храм. Под римскими слоями они нашли остатки поселений, которым примерно 10 тысяч лет. Это были каменные орудия и следы жилищ людей, которые только начинали заниматься земледелием и еще не умели делать глиняную посуду. Выше — керамику бронзового периода. Еще выше — остатки построек, которым примерно 3500 лет. На этом конкретном месте люди жили и строили непрерывно на протяжении как минимум 10 тысяч лет. Это значит, что когда римляне пришли сюда, место уже было древним. И когда они решили построить здесь свой самый большой храм, они строили его не на пустом поле, а на земле, которая к тому моменту была святой для десятков поколений. И тут возникает вопрос, который не могут закрыть уже больше 100 лет. Платформу с трилитоном построили римляне, или они пришли туда, где она уже была, и просто поставили на ней свои храмы? Археологи уверены в одном — храмы римские. Дальше начинается спор. Одна сторона говорит, все построили римляне. Каменоломня находилась чуть выше храма, поэтому камни можно было спускать вниз, а не поднимать.
При достаточном количестве людей, катков и рычагов это теоретически возможно. И здесь обычно вспоминают одну историю, которая до сих пор остается лучшим доказательством того, что люди действительно могут перемещать камни весом больше 1000 тонн без современной техники. В 1768 русская императрица Екатерина II решила поставить в Петербурге памятник Петру I. Для основания памятника выбрали огромный гранитный валун весом около 1500 тонн. Он лежал наполовину в болотистой земле, в 6 километрах от Финского залива. Скульптор хотел разрезать камень на месте, но Екатерина приказала привезти его целиком, чтобы показать всему миру возможности России. Перевозкой руководил греческий инженер Маринос Карбурис. Он дождался зимы, когда болото замерзло, и придумал специальную систему. Камень поставили на большие металлические сани, которые двигались по бронзовым шарам, уложенным в специальные желоба. Благодаря этому огромная глыба могла легче скользить вперед. Около 400 рабочих тянули камень вручную, без лошадей. За день им удавалось пройти примерно 150 метров. Пока камень перевозили, мастера постепенно обрабатывали его, чтобы уменьшить вес. Когда камень доставили к берегу, для его перевозки по воде построили специальное судно. Его поддерживали 2 военных корабля. Через 2 года камень, наконец, привезли в Санкт-Петербург. Эта история доказывает, что перемещать камни весом больше 1000 тонн можно и без современной техники. Но она же показывает, какой ценой это достигается. 2 года непрерывной работы, 400 человек, специально придуманный механизм, 2 военных корабля, личный контроль императрицы. И все это ради одного камня. В Баальбеке таких блоков было 3. И каждый нужно было не только доставить к храму, но и поднять на высоту 3-го этажа, а затем установить с невероятной точностью. Но самое странное не в этом. Ни в одном известном римском документе нет даже упоминания о такой работе. Хотя римляне подробно описывали свои инженерные достижения, оставляли надписи на постройках и гордились своими дорогами, мостами и акведуками. Если именно римляне установили самые тяжелые строительные блоки древнего мира, почему они не оставили об этом ни одной записи? Именно этот вопрос и делает историю Баальбека такой необычной. Но есть и другая точка зрения. Ее сторонники обращают внимание на детали, которые плохо объясняет римская версия. За всю историю Римской империи, от Британии до Египта, римляне построили тысячи храмов, крепостей, мостов и портов. Но больше нигде они не использовали ничего похожего на трилитон. Самые большие каменные блоки в других римских сооружениях весят около 500 тонн. Если римляне действительно умели перевозить и устанавливать блоки весом 800 тонн, почему они сделали это только 1 раз? Почему не использовали такую технологию в Риме при строительстве дворцов, храмов или других крупных сооружений? В 2011-м немецкие архитекторы Ян Кроп и Даниэль Ломан опубликовали исследование, посвященное Баальбеку. Они обратили внимание, что нижняя часть платформы построена совсем иначе, чем римские храмы сверху. По их мнению, способ укладки камней очень похож на тот, который использовали строители царя Ирода Великого при возведении храмовой горы в Иерусалиме. Они предположили, что это основание могли построить еще в конце I века до нашей эры, до прихода римлян. Если эта версия верна, римляне не создавали платформу с нуля. Они просто использовали уже готовое основание и возвели на нем свои храмы. Но зачем нужны были камни такого размера, если можно было разделить их на части поменьше? Храмовая гора в Иерусалиме тоже построена из больших блоков, и самый тяжелый из них весит около 500 тонн, что уже считается невероятным достижением. Но 500 тонн и 800 тонн — это совершенно разные задачи. И никто до сих пор не объяснил, в чем был практический смысл использования настолько гигантских камней, когда несколько камней поменьше справились бы с той же работой. Загадка выходит далеко за пределы Ливана. Среди камней Баальбека нашли гранит из Асуана, города на юге Египта, больше, чем в 1000 километров отсюда. Чтобы привезти гранит из Египта в Ливан, нужно было пересечь пустыни, горы и море. Это не маленький камень, который мог попасть сюда случайно, его добывали специально и везли через половину континента. А в Асуане, в каменоломне, до сих пор лежит незаконченный обелиск длиной 42 метра и весом около 1200 тонн, который так и не отделили от скалы. Если расширить взгляд еще дальше, похожая картина повторяется в нескольких точках планеты. В Перу, на высоте почти 3000 метров, в стены крепости Ольянтайтамба встроены гранитные блоки весом до 50 тонн.
доставленные с другой стороны долины и поднятые по крутому склону горы. В Египте самые тяжелые блоки внутри Великой пирамиды весят до 80 тонн и подняты на высоту 20-этажного дома. В Англии камни Стоунхенджа привезли за сотни километров через холмы. Каждое из этих мест удивительно само по себе, но трилитон Баальбека превосходит их все по весу отдельных блоков. Ни одна другая известная нам культура даже не пыталась работать с камнями такого размера. Одна брошенная заготовка может быть случайностью, две — совпадением. Но когда в Баальбеке находят сразу 3 незаконченных блока, а в Египте еще один, и все они весят больше 1000 тонн, невольно возникает вопрос, почему работы остановились сразу в нескольких местах? Обычно технические проблемы не приводят к тому, что стройку бросают целиком. Ошибки исправляют, камни перерабатывают, особенно когда в проект уже вложены десятилетия труда тысяч людей. Но здесь все выглядит так, будто строительство прекратилось вместе с людьми, которые им руководили, как будто организаторы просто исчезли, а те, кто пришел после, уже не понимали, что тут строилось и зачем. На протяжении долгого времени вокруг этих камней возникали легенды. Местные жители связывали их с великанами и джиннами, могущественными духами из арабской мифологии. Средневековые арабские историки писали, что платформу построил библейский царь Соломон с помощью демонов. Один из арабских текстов утверждает, что храмы Баальбека были построены вскоре после Великого потопа по приказу легендарного царя Нимрода и племени великанов. А ливанский историк Мишель Алуф, который в 20-х работал хранителем руин, первым открыто сказал, что платформа может быть намного старше римлян и что ее могла построить неизвестная нам древняя цивилизация. При этом Ливан находится в зоне землетрясений. В 1759 мощные толчки разрушили большую часть римских построек. От храма Юпитера уцелели всего 6 колонн из 54. Храм Бахуса пострадал меньше, но тоже серьезно поврежден. Римские конструкции, построенные по всем правилам того времени, не выдержали. Блоки трилитона до сих пор лежат на своих местах. За 2000 лет они пережили сильные землетрясения, войны, разграбления, арабское завоевание, крестовые походы, Османскую империю и современную историю Ливана. Они не сдвинулись, не раскололись и не потеряли своего положения. Все вокруг менялось, а эта платформа оставалась такой же, как в день ее постройки. В 1984 ЮНЕСКО внесла Баальбек в список всемирного наследия. Но уже через несколько лет в Ливане началась гражданская война, и Баальбек оказался в зоне боевых действий. Снаряды повредили часть колонн и стен. Камни, которые пережили 10 тысяч лет и десятки землетрясений, теперь могут пострадать от современных ракет и бомб. Реставрация идет, но медленно, потому что регион остается нестабильным, и каждый новый конфликт создает угрозу новых повреждений. Но есть одна деталь, которую трудно не заметить. На протяжении тысяч лет разные народы приходили именно сюда и строили свои святилища на одной и той же платформе. Сначала финикийцы поклонялись здесь богу Баалу, от имени которого произошло название Баальбек. Затем греки сделали это место Гелиополем, городом солнца. После них римляне возвели здесь крупнейший храм Юпитера во всей империи. Позже на его руинах появились христианские церкви, а затем и мечеть. Менялись религии, империи и названия города. Но место оставалось тем же самым. Почему именно здесь? Баальбек расположен в плодородной долине Бекаа, между двумя горными хребтами. Но таких долин в этом регионе несколько, и ни в одной нет ничего подобного. Только здесь кто-то решил вырубать и устанавливать камни весом больше 1000 тонн. Почему именно это место снова и снова выбирали разные цивилизации, до сих пор неизвестно. Но факт остается фактом. Финикийцы, греки, римляне, христиане и мусульмане приходили сюда и строили на одном и том же основании. Когда в 2014-м немецкая команда расчищала каменоломню, они нашли не только сами камни, но и инструменты, отходы от обработки и керамику, по которым можно определить примерное время работ. Одни исследователи относят керамику к римскому периоду, другие указывают на более ранние слои, найденные рядом. Проблема в том, что каменоломню могли использовать многократно на протяжении тысяч лет, и более поздние работы могли уничтожить следы более ранних. Вопрос о том, кто именно вырезал самые большие камни, остается открытым не потому, что данных мало, а потому, что имеющиеся данные можно прочитать по-разному. Мы не знаем, кто построил платформу. Не знаем, зачем понадобились камни такого размера.
Не знаем, почему строительство остановилось, но знаем точно одно. Люди, которые сумели перевести и установить эти камни с точностью выше современных стандартов, существовали. Они были здесь. Они это сделали, а потом просто исчезли. Если после этого выпуска вам хочется разобраться в теме еще глубже, обязательно посмотрите наш большой фильм о Гёбекли-Тепе. Мы подробно разбираем загадку древнейшего мегалитического комплекса на Земле, которому почти 12 тысяч лет, а также исследуем одну из самых спорных версий о том, что глубоко под этим местом могут скрываться неизвестные подземные сооружения, которые некоторые исследователи связывают с легендами об ануннаках и их технологиях. А сейчас мы готовим еще одно большое расследование. На этот раз речь пойдет о загадочных подземных городах. Некоторые из них уходят на десятки метров под землю, соединяются длинными тоннелями и могли укрывать одновременно десятки тысяч человек. До сих пор никто точно не знает, кто их построил, зачем они были созданы и почему многие из них оказались намеренно запечатаны. Если хотите увидеть такой выпуск, обязательно напишите об этом в комментариях. Какой момент сегодняшнего выпуска удивил вас больше всего? Как вы сами считаете, кто построил Баальбек, римляне или гораздо более древняя цивилизация?